Привет, мои дорогие девочки. Привет, котики. Меня слышно, я надеюсь, девочки. А то вот получается, когда делаешь стрим... Привет, дорогие. Когда начинаешь стрим, то получается, что не сразу... не сразу все делается. Его сначала надо нажать, потом настроить, и поэтому 2 минуты обычно тут какого-то просто молчания. Привет, мои дорогие. У нас будет интересное сегодня гадание, но перед гаданием, девочки, мы будем открывать с вами новые возможности, мои дорогие. И перед вами будет новое таро, вы такого еще не видели. Это вот такое таро, девочки. Это такое английское таро. Это мне подарок с Киева. Привет, Катюша, если Катюша смотрит. И мы на нем с вами погадаем. Оно такое, знаете, мощное. И вообще к английской магии я имею тоже непосредственное отношение, мои дорогие. Именно такое, даже не к западной, а к английской. И перед вами тут еще лежит старинная, девочки, карточка. И у нас с вами есть такие видео, где мы с вами отгадываем, что изображено, мои дорогие, здесь. И у нас такое будет, знаете, я обычно делаю такие вот видео в записи, но мне хочется, чтобы в стриме вы многие вот просто проверили свои экстрасенсорные способности, вне зависимости от того, угадаете вы или не угадаете, да, вы попробуете, тем более сейчас вечерочек, мои дорогие, почему бы и нет, может у кого-то день сейчас, но в смысле вы можете просто даже себя проверить. Это карте постале, это, наверное, не на итальянском, как я читаю, на французском написано, и на той стороне изображение. Угадайте, мои дорогие, что на этом изображении вы видите. Может быть, первые свои ощущения расскажете? Я специально это не трогаю. Привет, мои дорогие. Мы сегодня будем открывать новое таро. Вы будете переворачивать новые карты таро, девочки, негаданные. Но когда я их перебирала, от них вот такая вот, знаете, своя сила шла. И их делал английский такой философ, маг, да, Чарльз Харрингтон. Но мне это имя не особо о чем говорит, кроме как о того, к какому он ордену принадлежит. Ну да ладно. Давайте угадаем, что здесь на картинке, девочки. Угадаете, не угадаете, неважно. У нас бывают такие дни, когда мы больше видим, когда мы не видим, да. И мне хочется, чтобы вы вот сейчас потренировались, мои дорогие. Перед тем, как открывать таро, потренируйтесь на карте. Кто здесь что видит? Что здесь изображено? Люди, животные, еще что-то? Сколько? Чего? Таких видео у меня, девочки, целая рубрика есть. Так что, если кто любит тренироваться, заходите. У меня там называется плейлист прямо, да. Угадай. Проверяем экстрасенсорику. Угадай, что за черной ширмой. Тут без ширмы. Ну что? Ну, это так, я собираю всех, чтобы никто не пропустил тот момент, чтобы загадать из 4 карт вариант свой. Ну что? Привет, мои дорогие. Привет, котики мои, нежные девочки, богини. Да, щелкает мышкой девочки Пиковой здесь. И меня даже немножко нервирует, но никуда не деться. Ну что, давайте перевернем и посмотрим, что здесь на этой карте почтовой изображено, мои дорогие. Вот, девочки, это практически тема нашего гадания с вами. Мы будем гадать, кстати, на сегодня на тему, во-первых, такую распространенную, да, что он думает о вас сейчас. Но мы еще будем доставать дополнительные карты, вернется ли к вам бывший или любимый человек,
Конфетка это предложила, я конфетку услышала, и думаю, ну, надо в стриме все-таки это сделать, да. То есть мы допами будем доставать. И можно здесь уже гадать на бывшего, либо на человека, с которым вы просто расстались, но вы не считаете его бывшим, да. Погадать на человека, с кем вы в ссоре, кто игнорит. И, девочки, можно загадать еще и будущего, кто хочет новые отношения. Вы можете одного бывшего загадать, будущего, девочки, загадать, либо еще людей, с которыми вы находитесь в каких-то таких отношениях. Поэтому здесь у нас начало, девочки, вот такая вот карта. Ей 100 лет, девочки, это настоящая, оригинальная такая карта. Это мне подарок тоже приехал с Киева. Я вообще люблю эти старинные карточки все, да. Я на них выросла, на всяких репродукциях картин. Раньше, это сейчас уже подзабыла, но раньше знала всех эпохи Возрождения, Серебряного века, всех художников, кто как рисовал и все остальное. Ну вот, мои дорогие, кто угадал, молодец. Кто не угадал, ничего, девочки, мы тренируемся, надо тренировать. Потому что иногда бывает, что вот я когда тренируюсь, да, у меня, например, идет, например, просто четко форма, больше ничего, я вообще ничего не могу сказать. А знаете, как я еще делаю, тренируюсь? И, кстати, вот фишка в том, что у меня есть один шаман знакомый, и мы с ним иногда сидим. Я от него закрываю, что я рисую, схематично, а он сидит и просто повторяет то, что я рисую, не видя то, что я рисую, да. И знаете, я однажды, девочки, до смешного дошло, да, я просто думаю, ну давай, повтори. Нарисовала нашу женскую грудь, да, сиськи, девочки, просто так схематично. И представляете, он то же самое нарисовал. Но я говорю, ну понятно, кто о чем думает и какую информацию считывает. Вот так вот, девочки. И сейчас у нас будет Mother of Crows. Это такое таро. Никаких интерпретаций вот на русском языке нету. И, в принципе, знаете, вот таро, которое... Вообще, если вы увлекаетесь таро, девочки, прикупите себе таро. Но я не могу вам советовать, какое именно. Вы должны, знаете, почувствовать, какое вы хотите, какое к вам, как говорится, лежит, что вы можете прочитать. Кому что нравится, девочки. Заряжать колоду можно всякими заговорами, можно молитвой даже, вот такой своей молитвой заряжать. Можно чем угодно, вот кому как. И мы сейчас будем гадать на новой колоде, девочки, совершенно новой. Пахнет, девочки, Киевом, понимаете? Это очень старинный город и очень, кстати, ведьмовской и колдовской. И такие точки есть на планете. Под Флоренцией, кстати, есть тоже вот такие горы, связанные с шабашами. Я тоже там скакала в свое время. Так. Ну что, тема. Еще, девочки, объявление сделаю. Чуть не забыла. У меня, девочки, сегодня, кстати, давайте про сегодня поговорим. Что это за день? Кончился 18-й лунный день у нас, да, убывающая луна в Деве. И уже пошел, девочки, с вечера 19-й лунный день, убывающая луна в Деве. Это, что такое 1-9, 19-й? Это аркан Солнца старший. И завтра, в воскресенье, да, это Солнце совпадает с арканом. Очень много что значит. Дальше. 31.01.21. 3 единицы, девочки. Это будет треугольник из единиц. Что такое единицы? Это старший аркан мага. И я вам скажу даже вот угадайте любимое число Путина, к примеру. Угадали? 11. У многих, девочки, то, что говорят, первый пишут, да, вот первое место, да, первый по списку, там, первый, все, что связано с единицами, это все связано с магом. Это старший аркан мага, и все это не случайно. И почему власть держащие, многие, кстати, вот если вот прочитать, я просто всех тут не буду говорить, да, но у кого 0,1 любимое число, у кого 11, у кого 31, и вот с единицами много что связано. И 2020 год у нас закончился, девочки, все, мы, как говорится, отстрадали. И 2021 год, с него можно выжать дофига всего. С 2021 года, девочки, некоторые скакнут
да, на несколько ступеней вверх, если вы будете, как говорится, правильно себя вести и не забивать на этот почетный 21 год. А это Верховная Жрица и Маг. Так что не забивайте. А насчет 31 числа, девочки, это 3 единицы будет. И у меня именно, я, к сожалению, не могу его выложить в открытом доступе, потому что у меня черная бесовская магия только в Верховных Котиках. О ритуалах где-то я всем котикам рассказываю в спонсорстве. Да, спонсорство можно подключить на канале, оно называется спонсорство, но я бы как-нибудь по-другому это назвала. У меня там чисто символическая цена. Я не помню, сколько там на рубли перевести, по-моему, 49 рублей. Да, получается подписка. Но, девочки, именно потом идут звездные котики, а потом идут 3-й уровень верховные котики. И в верховных котиках идет черная, чисто черная магия, девочки, бесовская. Ну и там и про Таро я рассказываю. Во-первых, надо понимать эту всю философию. Сначала, если не понять философию, да, не поймешь, зачем там палочку прикладывать к другой палочке или что значит какие-то определенные рисунки, да. Это как электросхема. Вот электрик нарисует электросхему, да, он по ней работает, и что получается? Ток идет по дому. Понимаете? То же самое и магия. И поэтому вот даже тут, видите, у меня печати нарисованы вот эти. Они кое-что да обозначают. И как они работают, и вот тут вот даже вот поле такое определенное, оно создается, и оно вибрирует. Я когда даже маленькие сигильчики рисую, да, я вот рисую, и где-то вот где-то через 10 минут примерно, да, я уже и до них как-то вот так дотрагиваюсь, я уже чувствую, как каждый сигил там что-то свое отдает, да. Вот он нереально работает, так что не проходите мимо. И у нас 31 число, девочки, будет ритуал в Верховных Котиках. Я его сама буду проводить. У нас будет бесовской. С бесом по малому ключу Соломонов. С бесом 34-м фурфур. И будет этот ритуал называться «Непобедимая в любви». Он будет именно касаться магии. То есть мы представим, девочки, беса. Кстати, этот ритуал идет на гнилом мясе, сразу вам скажу. Так что, если кому-то неприятно, то лучше не смотреть. Но если кто вот в черной магии, почему бы и нет, девочки. Для того, чтобы вас не смогли обойти, как говорится, и разлучницы те же, и соперницы, завистницы в первую очередь. И, кстати, у нас там была еще диагностика на волосах. Это тоже, к сожалению, да, только в моих котиках, потому что я многое не выставляю. Это я уже просто не говорю, почему я это не выставляю, да, там, чтобы даже кого-то и не обидеть, да. Ну, в общем, такие дела. И у меня, девочки, объявились все мои эти вражины такие, да, и донесли, и сами явились. И фишка в том, что еще и приснилось, представляете, мне одна. Вот такие дела. Так что у нас будет как раз таки фурфур, он идет, этот бес, он работает только на сдвоенных всяких числах, да, мы будем в треугольнике работать, он вызывается фурфур только через треугольник, потому что он говорит правду только через треугольник. Ну, в общем, ладно, не буду тут много про ритуал, о ритуале я уже видео сняла, осталось, девочки, сегодня после 12 снять ритуал, я его выложу, завтра можете проснуться, как говорится, и смотреть. Но это бесовщина, поэтому я что как соблюдать, только там говорю. Ну ж все, поехали. Я думаю, что мы здесь уже все с вами собрались. Давайте посмотрим, мои дорогие. У нас будет такой большой расклад, да, но вы не загадывайте только одну карту, девочки. Вы можете загадать, да, компонуйте этот расклад на 4 варианта. Вы можете на один вариант загадать своего бывшего, на другой вариант загадать, девочки, кого угодно, да, своих мужчин, да, и мы их будем рокировать с помощью карт Таро. И на каждый вариант я все-таки буду выкладывать, если это бывший, например, ваш мужчина, да, вернется ли, или вообще забыть его, оставить. И будем доп. Выкладывать будущий, будут ли с ним отношения под каждым вариантом на того мужчину, которого вы хотите. Даже если он мнется, ни рыба, ни мясо.
и других. Лучше всего, если вы загадаете вообще на всех 4. Даже если у вас нет никаких отношений с этими мужчинами, загадайте тут хоть кого-нибудь. Просто назовите, рубашки можно не переворачивать. Но когда вы вот этот чет королей соблюдаете, да, один выстреливает, девочки. У меня все время так. У меня есть короли, которыми я не пользуюсь, ну, в реальной жизни, да, мужчины. И когда я чувствую, что что-то у меня там уже в личной жизни, как-то мне скучно, да, я даже сама где-нибудь написываю какому-нибудь красному королю, потому что, ну, я не особо с красными контачу, но все же, да. Я написываю, и все, у меня сразу активизируются мои черные. Ну что, мои дорогие, привет. Поехали, девочки. 4 варианта. Что он думает о вас сейчас? 4 варианта. И под каждой картой будет 2 дополнительных карты. Одна на бывшее, другая на тот, который топчется на месте. Я и мои козы. Первый, второй, третий, 4 вариант. Английское таро. Новая, девочки, таро. Вы такого еще не переворачивали. Я даже скажу, что на ютубе вообще вы такого таро не переворачивали. Давайте посмотрим, что он думает о вас сейчас. Первый, второй, третий, 4. А ниже мы рассмотрим, ждать его, вернется сам или забыть его, да? И на будущее отношения посмотрим, если невнятное отношение с каким-то мужчиной. Первый, второй, третий, 4 вариант. Ну что, мои дорогие, загадали? Загадали, мои котики? И сейчас мы будем считать наших птичек, потому что на этом таро будут такие черные снегири. Итак, первый вариант давайте посмотрим. Первый вариант, девочки, что он думает о вас сейчас? Но я вам скажу, что прям в этот момент, да, у него какие-то мелочи в руках. Или это ключи, связка ключей, ручки какие-то, ключи, может быть, от машины, что какие-то механические штучки он перебирает. Гайки, может быть, какие-то. Ну, короче, какие-то механические штучки. Что он думает о вас сейчас? Он, девочки, будет объявляться. Он с вами свяжется. Сам напишет, сам... Это даже может быть обозначать, девочки, встреча. Но, знаете, он себя как-то пытается даже холодно вести по отношению к вам. Как будто с холодком каким-то идет. Но он идет, девочки. Будет встреча у вас с этим мужчиной. Но какая-то холодная, да, у него какой-то холодный взгляд идет. Но я вижу, что он идет к вам. И вот придет он, мои дорогие. По 7 жезлов он придет, но с холодным взглядом каким-то. Ну а почему это связано как-то с какими-то ключами, либо с мелочами? Эти мелочи с вами связаны? Ничего себе, девочки. Я вам скажу по этому раскладу, я даже не знаю, как это назвать, но такое ощущение, что он либо на вас как-то воздействовал, либо он колдовал, либо он, девочки, сам с какими-то такими вот способностями, да? Он как-то вас завлекал. Но у него какой-то холодный взгляд. Вот, блин, вообще капец. Вот такой вот, знаете, холодный. Что он думает о вас сейчас?
Во-первых, он знает какое-то определенное время, о котором не знаете вы. То есть дата того, когда вы увидитесь, время, когда вы увидитесь, он будет назначать, и только к этому времени он подъедет. То есть подстраиваться под него вообще, ну как бы надо подстраиваться, да, если вы хотите увидеться, потому что он только сам назначает время, вот прям как часовщик какой-то, и вы с ним увидитесь только тогда, когда он решит, что настало время. И это время будет связано с шестеркой. Но, девочки, он у вас какой-то непростой. И он как-то на вас воздействует. Он, знаете, доминирует, да, но... И это первый расклад, он связан со стихией Земли. А фишка в том, что обычно вот такое что-то, оно, я согласна, в четвертом может выпасть, да, но не в первом. А тут в земляном вот этом и выпал такой мистический мужчина. Он на вас как-то, он реально на вас воздействует, да. Да, это все по-любому, девочки. По-любому, мои дорогие. Он как-то на вас воздействует. Еще седьмой старший аркан выпал. А знаете, почему вы его сюда загадали? Вы думаете, по собственной воле вы его здесь загадали, девочки? Нет, тут вашей воли нету, тут его воля есть. И то, что вы сюда загадали вот этого мужчину, это не проявление вашей воли, это проявление его воли. И он как будто бы вам назначил, он уже назначил вам какое-то время, когда он придет к вам. И он это время знает, и это время незыблемо. А зачем ты это делаешь? 17-й старший аркан. Что-то это не просто так. Я тут вижу, это, знаете, вот реально, вот 100% вот такой магический расклад. Вот 100% магии. 100% магии. Вот этот мужчина с магией, вот скажу, что 99,9, точнее 660, 66,6, девочки, или 6 и 66. Короче, тут выпал маг. Маг, который назначил вам время, девочки, представляете? Он назначил вам время. Но тут сказать, что тут прям любовная любовь, вот так вот, да, я не скажу, потому что она реально просто не выпала, девочки. Тут выпало его воздействие на вас. И то, что вы его здесь загадали, это не по вашей воле вы его загадали. Это он сам себя здесь загадал. Представляете? А давайте хорошо. Но его, я бы все-таки его немножко бы, девочки, побаивалась, остерегалась, потому что вот этот мужчина, да, может через любовную даже какую-то магию воздействовать на вас, на другие сферы вашей жизни. Понимаете? И, например, чем больше вы его будете допускать в своей жизни, если, например, это, допустим, если это бывший, с которым вы расстались, потому что, ну, вам было с ним неуютно, да, чем больше вы будете с ним общаться, вот тянуть какую-то колесницу, да, с ним, то он как будто бы у вас будет забирать что-то через какие-то неприятные эмоции, которые будут связаны с ним. То ли страх, к примеру, то какой-то тремор, волнение какое-то, да. Если вы будете с этим человеком... Чем больше вы с ним будете, девочки, взаимодействовать с этим человеком, да, оно от вас зависит, тем больше это даже от вас зависеть ничего не будет. Это какой-то, ну, не вампир, да, но с такими вот способностями гипнотизировать вас. Он гипнотизер, девочки. Гудини. Ладно, давайте посмотрим. Ну вот смотрите, про любовь здесь не выпало. Но такое ощущение, что не сегодня, девочки. Нет, не сегодня. Он в прошлом, вот я даже скажу, либо несколько дней назад, да, неделю назад максимум, да, он как будто бы назначил вам определенное время, когда он с вами встретится. Даже если вы тут выбрали мужчину, с которым вы каждый день видитесь, какой-то ближайший день у вас будет с ним особенный, потому что он что-то задумал вот на этот день, когда он будет вас гипнотизировать. И мне идет этот холодный взгляд, да. Я теперь поняла, почему. Потому что он как-то с гипнозом связан, девочки. Он как будет вас гипнотизировать. Вот, готовьтесь. Так, хорошо. А давайте в допыт достанем
бывший, вернется ли он, бывший или любимый человек, вернется ли любимый, девочки, тот мужчина, который ушел, давайте посмотрим, вернется ли он. Он, девочки, еще на распутии, да, он на распутии, и тут идет 4 кубков, и он, девочки, знаете, он на распутии, но все в его памяти живо и все хорошее, но еще до конца не сформировалось впечатление вот это вот о вас, да, и получается все плохое, оно как-то забывается, а все хорошее остается, и когда у него, ну вот просто о вас будут хорошие воспоминания, да, вот как будто вот это вот будет точка отсчета, когда он может опять прийти в ваше объятие, то есть от вас тут тоже много что зависит, и я обращу внимание, что тут и жезлы 4 выпала, и 4 кубков, девочки. Скорее всего, тут будет возвращение и попытки возвращения к вам. Это не совсем бывшие, девочки. Если вы загадали мужчину, с которым вы просто вот расстались, как-то, ну, как-то не сложилось или еще что-то, да, попытки возвращения с его стороны будут, но именно тогда, когда он забудет все такие вот нервные моменты, которые были в вашей жизни. И он будет помнить о вас только хорошее, и вот это хорошее опять толкнет его к вам. И опять же повторюсь, так как тут выпал такой вот маг, девочки, гипноз, 4 и 4, понимаете? Тэквондо, да, или как это смотри, я за тобой слежу. Не знаю, как это девочки передать. Ну, короче, это тоже будет связано с гипнозом. Бывший вернется и будет вас гипнотизировать своим взглядом. Пытаться что-то с вами сделать. Но скажу одну вещь, да. Тут все зависит, вот тут выпал чет, да, и он будет надеяться на какие-то такие мистические моменты, реально на мистические моменты. Но и если вы будете как раз-таки податливо в этот момент для него, да, вы опять с ним сойдетесь. Но если вы будете нечет, что-то будет связано с нечетом, девочки, вот вряд ли у него это получится. Тут не сразу он сможет раскусить этот орех. Ну ладно, давайте посмотрим будущее, девочки. Или будут ли отношения с этим мужчиной, если он сейчас не то, что там бывший вас или куда-то ушел, а именно когда ничего не делает, никакой не активный он, да. 2 кубков. Да, девочки, этот мужчина хочет. И вообще я вам скажу даже в общем. Бывший, не бывший, да, тут расклад как для одного мужчины идет. Этот мужчина к вам придет, он придет. Но выпали такие небольшие карты, да, 2 кубков, 4. Это не выпали такие старшие арканы, которые говорят о полном там воссоединении кармическом, да. Это попытки, пробы, тоска любовная где-то по вам, желание, как, знаете, вот за руки с вами держаться. Не сколько, например, засунуть руки вам куда-то туда, там, под юбку, да, или погладить вас по животу или по волосам. Это, девочки, именно такое желание, как за руку вас куда-то вести. И вот в этом фишка в том, что еще что-то такое гипнотическое идет. А еще вам скажу одну вещь. Если вот в ближайшее время, все-таки тут, если этот маг выпал, да, то я вам скажу так. Тут, если у вас в ближайшее время будут такие вот головные боли, либо шум в ушах, девочки, да, вот именно сейчас, на убывающую луну. Вот когда я этот расклад делаю, вот где-то еще 3 дня, посмотрите, да. Даже если вы уже на растущую будете смотреть, все равно вот этот остаток, он зависит от того, когда вы этот расклад увидели. Если у вас будет какая-то в висках что-то стучать, девочки, да, это будет связано с этим мужчиной, которого вы сюда загадали. Потому что вы его загадали здесь не по своей воле, девочки. И вот это будет, знаете, магия отталкиваться назад. Ну, я говорю, что есть, девочки. Хотелось обычный такой расклад сделать, да, но тут реально магический такой. Поэтому, может быть, трактовка не всем понятна, но все же. Она реально с магией, с гипнозом, с влиянием на вашу голову. И вы его сами здесь не выбрали, этого мужчину. Это он здесь вас выбрал. И то, что он еще будет следить в вашей жизни, это по-любому, девочки.
А еще, если вы тут своего настоящего загадали, да, мужчину, он не планирует от вас не уходить, ничего, он будет за вас держаться и с вами быть, как говорится. Ну вот такой вот, мои дорогие, первый вариант. Первый вариант такой, котики. Ну что, поехали, девочки. Второй вариант. Что он думает о вас сейчас? Ну, блин, повешенный выпал нам. Вот так вот читается эта карта, девочки. Я по перевернутым старшим арканам не гадаю, они для меня всегда прямые, да? Сказала я и перевернула карту. 12-й старший аркан, девочки, это повешенный, это наказание, да? Мужчина страдает. Он сейчас страдает, девочки. Страдает от двух моментов. Либо от чувств к вам, да, что-то у него не так с чувствами с вами. Либо, девочки, он либо пьяный, либо больной. И его даже организм страдает, и от этого страдает и мозг. Вот и все тут, в принципе. Давайте еще посмотрим, что он думает о вас сейчас. Вот видите, страдает мозг у него. Страдает. А он этим повешенным стал не по своей воле, кстати. Не по своей воле он так перевернулся. Возможно, если вы вот с ним поссорились, с этим мужчиной, да, ему очень тяжело дается эта ссора, потому что в ссоре, по факту, да, вы его как-то сильно энергетически ударили, вот полоснули просто ножом, да, этого мужчину. Если вы с ним не ссорились, девочки, да, это какой-то тут инсульт, инфаркт, да, это какая-то такая очень сильная боль, но это идет физико-соматика. То есть соматическое такое заболевание, когда от страха, например, начали почки болеть. Вот как описался, да, человек от страха там. А почему такое идет? Потому что это соматика, да, психосоматическое заболевание такое. Так вот, у него что-то с ним вообще не то, девочки. Мужчина страдает, тут страдание идет, но страдание принятое от кого-то, поэтому я тут про ссору говорю. Может, он не с вами поссорился, может, он поссорился с кем-то другим, значимым в его жизни, там, с родственниками какими-то, с коллегой по работе или еще что-то. Тут было столкновение, в него бросили камень, и ему больно на физическом плане, этому мужчине. Хорошо, но нам же интересно, что он думает сейчас о вас. Императрица выпала, девочки. Тут, во-первых, идет как минимум уважение к вам, да, но я вам скажу, что я бы тут начала про императрицу рассказывать, что, знаете, он про вас очень много думает, ему, ну, он тянется за вами, да, и все остальное. Но я вам скажу, что тут идет фон какой-то женщины, которая ему постоянно что-то нудит, говорит, она как радио, да, то есть как радио, живое, которое рядом с ним все время что-то ему такое говорит. И, возможно, девочки, вот это вот, почему эта императрица выпала вам, да, но в связке с этими картами, с повешенным, императрица с повешенным, смотрите, если взять повешенного, 12-й аркан и 3-й старший аркан, да, если их сложить по нумерологии, да, объяснить, что значит в связке эти арканы. Получается 15-й. Это дьявол, девочки, да? И кто-то, если у вас не складываются отношения с этим мужчиной, я вам скажу, из-за чего они не складываются. Они не складываются из-за какой-то другой женщины. Жена, любовница, мать, коллега по работе, постоянно нудящая, что-то говорящая, как радио женщина. Он сейчас повешенный, да, стал из-за того, что у него страдает его физическое тело от каких-то душевных травм, понимаете? Он нормально думать не может о вас, он бы хотел бы думать, но повешенный про императрицу думать не может, про императрицу должен думать император, а его, как бы, знаете, не особо
Ему как мешают вот быть с вами. Мешают даже думать о вас. И вот эта вот соматика, она мешает ему. Ему больно, девочки, страдание какое-то идет. И оно мешает о вас думать ему. Что еще здесь? 14. Ну, блин, близко, да? Прикольно, если бы 15 выпал аркан, а тут выпал 14. Что такое? Сказала я, и выпал 15, девочки. Ну да. 14 не должен был здесь выпадать. Он просто так выпал, девочки, потому что я его не поняла здесь даже. А вот вытянула другую карту, и вот выпал тот 15-й аркан, про который я вам сейчас говорила. Он не может про вас сейчас думать. Он больной, девочки. Он болеет. Вот даже, смотрите, пентаграмма какая, да? Поломанная пентаграмма у него. Либо он бухой лежит, девочки, может накуренный какой-то, да, либо там что-то с ним не то. Но это еще может как раз-таки с такими какими-то быть заболеваниями связано. Резко что-то ему ударило. Но это связано... Блин, тут какая-то такая... Тут идет мне женщина, которую мне хочется вот взять, да, вот просто и подвинуть от него. Вот взять за капюшон ее, да, и оттянуть эту тварину, девочки. Я иногда, кстати, в гардеробе в каком-нибудь, да, вижу какое-нибудь пальто, и меня оно начинает бесить. Меня начинает, девочки, бесить пальто, и мне хочется взять его и выкинуть. И потом, когда я вижу хозяйку этого пальто, я думаю, ну да, надо было с хозяйкой вместе выкинуть. Ну, потому что есть такие вот очень негативные люди, да. И вот у него как раз тот момент, когда рядом какая-то очень негативная женщина. Ладно, давайте дальше посмотрим. Давайте посмотрим на бывшего, девочки. Или мужчину, который с вами, не с вами, который ушел от вас, да? Посмотрим, вернется ли он в будущем. Вернется, девочки, будет возвращаться. Будет возвращаться. Рыцарь кубков выпал. Будет возвращаться. Шестеркой кубков. Он хочет прощения и с искуплением придет каким-то. Вот этот бывший будет искупать свою вину. Как-то будет опять к вам яйца подкатывать свои. Это по-любому, девочки. И он будет у вас где-то просить извинения и прощения. Вот такие дела. А давайте посмотрим тут же про невнятного, да, не про ни рыбу, ни мясо. Посмотрим, если этот мужчина никак себя не проявляет, да, будут ли с ним отношения в будущем. 19-й старший аркан, девочки, тоже будут. Все, вот это вот, он про одного, в принципе, такого мужчину. Будет проявляться, девочки, и будет как просить прощения. И, знаете, как искупить свою вину, да, но и с какими-то даже подношениями. Вот такой вот, девочки, вариант. Но сейчас ему как-то, блин, вообще тяжело думать, да, про вас. У него страдание. Он какой-то сейчас вот крест прям несет свой. Ладно, мои дорогие, это был такой второй вариант. Давайте посмотрим третий. Третий вариант. Что он думает о вас сейчас? Скучает, тоскует, думает о вас. Еще такой момент, девочки, в темное именно время суток, да, получается, я вот прям смотрю, как его глазами, реально, да, у меня такое ощущение, воздух, это улица, значит, да, воздух, улица, темнота, какие-то фонари, огни какие-то идут, да, и когда он вот смотрит на это, какой-то этот свет, почему-то ему идет не полное ваше имя, а как часть вашего имени. Я не знаю почему, что это такое. Почему часть вашего имени связана с фонарями, девочки? Интересно. Ну, короче, девочки, фух, я уже выдохнула. Третий вариант, девочки, хороший и классный вариант. Мужчина о вас думает, когда он смотрит на какой-то вот свет, но этот свет во тьме. И почему-то какие-то половину вашего имени, да, и он это прям как читает.
Я не знаю, как это можно читать на фонаре ваше имя, девочки. Ну, как-то, но он как-то это делает, я не знаю. Но половину вашего имени. А давайте еще посмотрим, что он думает о вас сейчас. Император, девочки, выпал вам. И что ты думаешь, император, о ней? Королева кубков, девочки. Ну вот, видите, карту дополняет, карта карте не рознь. Выпала пара. Он, девочки, скучает, думает о вас, любовные у него мысли, но почему-то как-то еще с какими-то фонарями связано. Я теперь даже понимаю, почему королева кубков выпала, и все-таки не король, да, а император выпал здесь, мои дорогие. Император же старший аркан. Ну, почему он смотрит вверх, когда он о вас думает? О том свете, который сверху, на уровне фонарей. Может, вы, девочки, живете на таком каком-нибудь этаже повыше, чем первый? А может, он в окно вам смотрит, ваши окна зажженные? Интересно, короче. Давайте еще посмотрим, что он думает о вас. И влюбленные девочки выпали. И влюбленные, мои дорогие. Влюбленные, пара и любовь. Ну, все, это вот 100% мужчина, блин, скучает, переживает. Если он не с вами, девочки, он трындец, как о вас думает, да. И в таком виде, как я вам вот тут вот сказала, потому что я аж смотрю его глазами, я чувствую вот мужчину этого. Кстати, мне знаете, какой мужчина такой идет? Я уже внешность его описывать не буду, но я его вижу, да. Он такой вот... Я не знаю, с кем сравнить, но мне как немножечко, чуточку похож на Навального в плане масти, девочки, его. Не знаю, может что-то... Ну, короче, интересно такой. Я бы его все-таки красным королем назвала, чем черным. Это не черный король. Или он красный, потому что он такой красный от любви, девочки, червовый. Дама-то червовая выпала, королева кубков. И когда он думает о вас, он становится червовым этим. Так, и давайте посмотрим. Если бывший, вернется ли или забыть? Вернется или забыть? 20-й старший аркан суда, девочки. Забыть так просто его вы не сможете, и он вас тоже так забыть не сможет. И дело в том, что воспоминания, да, не факт, что вы сойдетесь. Суд еще продолжается, да, еще суд идет над тем, что будете вы вместе или не будете. И вот это еще состояние, оно будет долго продолжаться. У меня такой момент с моим первым, девочки, мужем, да, и у меня вот карта суда все время с ним, вот карта суда. Мы давным-давно, я не знаю, уже 1000 лет, как вместе там не живем, не это. Но вот это я сравниваю просто с собой, чтобы вам, знаете, вот побольше описать такой, вернется ли бывший. Все время вот как-то будет вот в вашей голове, чтобы вы где-то проследили за ним, и вот вы будете где-то за ним наблюдать, девочки, и он за вами будет наблюдать, да, но это будет как-то травмирующе, потому что как бы все в памяти будет всплывать. Еще это не решено, девочки, вернется, не вернется, но и был бы вопрос, да, вернется ли любимый или бывший, или забыть его. Но забыть тут не получится, а вернется, не вернется, все еще под старшим арканом суда, девочки. И я такое ощущение, что это и ваш кармический мужчина, и проработка ваших отношений с ним, эти кармические отношения. Вам надо прокачаться, потому что когда вы правильно вот по карме, как говорится, живете, вот правильно себя ведете, да, в некоторых таких моментах, вам потом за это какие-то подарки идут. И вот вы, когда даже не то, что там настрадаетесь, а проработаете вот это вот, поймете, для чего он вам был дан, не для иллюзий каких-то, а для чего-то конкретного, да, и вам будет вот прилетать в чем-то другом. Ну ладно, давайте посмотрим будущего, девочки. Мужчина, если ни рыба, ни мясо, никак к вам не проявляется, давайте посмотрим, будут ли отношения с ним. Боже мой, девочки, будут, конечно, будут, но пока еще тройка кубков, девочки, идет здесь. Будет он с единицы до тройки.
И тоже, кстати, будете проходить, девочки, с ним через старший аркан суда. То есть, смотрите, не особо от вас и от него зависят ваши отношения на самом деле. Да? И ваши слова, которые вы ему говорите, даже вроде бы что-то такое не особо там важное, да, но они отпечатываются у него. И даже если вы вот прям разойдетесь, расстанетесь и никогда не будете общаться, он часто вас будет вспоминать, говорить вашими словами или говорить, вот она так-то говорила, она так-то делала, да. Он даже своим каким-то женщинам может говорить о том, как вы себя раньше вели. Но я вам скажу, что давайте уже не будем говорить, как он будет с новыми своими женщинами, да, быть, потому что с вами еще все впереди. Тут еще вот с этим мужчиной можно строить отношения, девочки. То, что он ни рыба, ни мясо. Ну почему? Потому что еще даже вот этот аркан, старший суд, еще до конца не пройден. Но задел уже есть, знаете, то же самое, что вот ваша любовь, ваше отношение, семя посажено, да, и оно должно прорасти. Давайте еще посмотрим, что тут вырастет. Двойка кубков выпадает. Вы как должны быть вместе, девочки. Вот с этим мужчиной вы должны быть вместе, да. Но, а если вы вдруг не будете, вы понимаете, что это будет старший аркан суда, девочки, да. Расставание какое-то может быть болезненное, долгое для вас обоих. Поэтому здесь лучше налаживать отношения с мужчиной, чем уходить от него. Если вы будете, ай, пошел он в жопу, он ничего не делает, он никак не проявляется, там все такое, будете забывать, да, его, там, отталкивать искусственно его, да, то это будет приводить к страданиям по старшему аркану суда. То есть через что-то вы будете с ним проходить. Поэтому к этому мужчине легче стремиться, легче дать, чем объяснить, почему ты не дашь, девочки, понимаете? Но тут не все так просто. Тут не простые отношения. Тут не сел на повозку и поехал, да, в страну счастья и любви. Нет, тут тяжелый какой-то прорыв. Тут надо, знаете, тут и терпение нужно, да, и ласка. Я бы говорила, девочки, с ним ласково. Даже если вам хочется там что-то плохое ему сказать или вообще забить на него, да, такие слова. Девочки, почему я вас называю котиками? Почему вы не называете своего котиком? Ну как котик? Привет, котик, как дела? Или там назвать его как-нибудь ласково. Вот ласковые слова тут решают, девочки. А вообще, если вы, например, вы на расстоянии находитесь, да, с этим мужчиной, девочки, вот кто на расстоянии, например, и загадал этот вариант, да, вот как раз-таки кордоны эти, границы эти и мешают вас соединиться. Но тут могут как раз-таки проблемы у кого-то с документами возникнуть, или кто-то не сможет друг к другу приехать, и потому для кого-то будет необычно, непонятно, что придется куда-то ехать, выход из зоны комфорта какой-то. И из-за того, что кто-то из вас не согласится поехать, это, знаете, там фишку не словить. Ну, короче, тут впереди еще такой путь с этим мужчиной. Но из хорошего, еще раз все-таки повторюсь, да, мужчина тоскует, мужчина переживает, девочки, он в любовных мыслях про вас. Вот такой вот, мои дорогие, третий вариант. Ну что, давайте посмотрим четвертый, девочки. Четвертый вариант мистиков, колдуний, ведьм, черных кошечек. Ну и всего такого интересненького. Давайте посмотрим, что он думает о вас сейчас. Шестерка пентаклей, девочки, выпала. Вот хитрец, наглец он. И тройка пентаклей. Я вам скажу так, да. Он хвостом пытается что-то замести. Это лиса, которая идет по следу, вашему следу, девочки. Она охотится на вас, эта лиса, и замывает эти свои
следы заметает. Он будет скрывать что-то из своего прошлого, либо будет скрывать свои намерения. Короче, знаете, путать и путать следы, и путать. И то, что вы про него думаете, да, на чем вы основываетесь, когда вы думаете о нем, девочки? На чем? Тут не на чем основываться, потому что он тут все запутано, все скрыто, все шито-крыто. Понимаете? И не белыми нитками совсем. Он не хочет быть разгаданным. Этот мужчина не хочет, чтобы вы разгадали его намерения и его действия. Он на охоте, девочки. Что он думает о вас? Одни пентакли идут здесь. Скрытые намерения по отношению к вам. Император. Это сумка, чемодан какой-то. Шестерка кубков. Сейчас, девочки, посмотрим еще. Королева кубков. Если вы с ним на расстояниях или еще что... Ну, короче, девочки, вот этот мужчина хочет к вам приехать. Не с вами встретиться, не на нейтральной территории. Он не хочет завести вас к себе домой. Не хочет завести вас в кафе или еще куда-то. Этот мужчина хочет к вам домой. Под ваше одеялко, на вашу подушечку. Куда-то внутрь, туда, где вы, девочки, спите. И фишка в том, что почему-то, я не знаю почему, да, идет вот этот чемодан пустой или сумка не собранная какая-то, да, но она уже как бы есть. Может, он уже, знаете, почесывает лапы, чтобы перебраться к вам как-то, либо съездить к вам в гости. Но почему-то, знаете, такое ощущение, что ему еще не поступило либо предложение, либо еще... как говорится, билеты не куплены. Ну, короче, но он ждет что-то такое. Давайте еще посмотрим. Что ты думаешь? Семерка мечей. Поездка. Смотрите, нифига себе поездка. Да. Интересно, а вот кто он сейчас? Вот это вот крыска или вот это ворона, девочки? По семерке мечей. Влюбленные выпали. Но подождите, а что это за семерка мечей здесь выпала? Вроде бы, да, должно все хорошо складываться. Он с вами, девочки, планирует провести время на вашей территории, да, он приехать к вам, ну, короче, где-то у вас там что-то делать, да, либо даже интим планирует с вами, даже если это первый, не первый, он хочет вас на вашей постельке, этот мужчина. Но выпала вот эта семерка и пустая сумма, да, сумка какая-то пустая, как будто он не может собраться. Но не психологически не может собраться, а физически, да? Хорошо, а что ты обозначаешь семерка мечей? Зачем ты пришла? А вот и кубковый король. Здравствуйте, привет. И кубковая королева, девочки, в раскладе выпала. Вы и он. Я сейчас собираю расклад в одну с пустой сумкой. Он хотел бы прийти к вам, влюбленные у короля и у королевы, это девочки с браком, но непонятные вот эти вот... Вообще, девочки, смотрите, я вам сразу скажу, да, если вот этот мужчина у вас сидел, девочки, либо вы знаете, что он где-то что-то воровал, если у вас идет такое ощущение, что он альфонс, либо еще что-то, если у вас стучит что-то такое в голове, либо вам что-то где-то кто-то даже говорит, да, и тут может такое быть, что он видит в вас королеву, которой он понимает, что он просто так не подойдет. И поэтому ему надо играть вот этого кубкового короля. Тут может быть игра. Но эта игра она основана на том, на его прошлом. Почему он тут заметает следы? Он-то, получается, как бы, он сам-то тут император, а для того, чтобы быть с вами, ему надо подстроиться, быть королем.
И даже вот так вот возьмем. Четвертый, это вот смотрите, римскими так идет. Единица и пятерка. Влюбленная пятерка и единица. Понимаете? Он сам по себе, то получается, по карте императора идет, да? А чтобы быть с вами, ему надо перевернуться и быть не тем, кто он есть на самом деле. И тут вот все-таки я предупрежу, да, что это может так вот, если вы, например, в каких-то розовых очках, если у кого-то мужчина какой-то такой, знаете, читал уголовный кодекс или административный, да, или как-то вот с этим вот связан, с такими моментами, то тут может быть какая-то махинация для того, чтобы вот сыграть какую-то игру с вами, потому что все-таки тут идут такие карты. Но, ладно, это не у каждой может быть, но в общем, девочки, он понимает, что ему надо быть не тем, кто он есть на самом деле, для того, чтобы быть вместе с вами. И поэтому, чем он занят? Переодеваниями какими-то. Вы с этим человеком, он будет, девочки, активничать в вашу сторону. Не вы даже будете активничать, а он. И он будет это делать с такими, знаете, возможно, даже где-то какими-то абьюзерскими фишечками. Либо, как это сказать, психологическими приемчиками на вас будет, девочки. Вот вам покажется, ой, подарил цветочки, шоколадку, какой милый пупсик. Но неспроста он будет это все дарить, девочки, обратите внимание. А возможно, он так себя перестраивает, девочки, потому что он хотел бы быть с вами, поэтому будет какое-то вранье, сразу говорю. Тут может быть женатик, который будет мне говорить, да нет, я не женат, не корона, бро, да, то есть я не женат, ты что, как ты, и да я не живу со своей женой, и да я там уже одной ногой в разводе, все остальное. Ну, то есть для того, чтобы быть ближе к вам, будет вранье. А вот она, чем он сейчас занят, девочки, заметанием следов, чтобы его не просмотрели его. Вот чем он занят. Пентаклей очень много здесь. Но это не очень хорошо, когда много пентаклей. Да? Это сокрытие информации, и человек не с открытой душой, но почему-то с открытым чемоданом или с сумочкой идет. Но в сумочке-то ничего нету. Ну ладно, давайте еще посмотрим. Бывшие девочки, если вы тут загадывали бывшего, да, или мужчину, которого вы любите, да, но по какой-то причине с ним расстались. Давайте посмотрим, вернется ли он. 16-й старший аркан, девочки. Скорее всего, он и уйдет в уйдет в отрицание, да, то есть сейчас он никак не будет действовать в вашу сторону, проявляться никак не будет и все остальное. Но 16-й аркан заканчивается 17-м старшим арканом, звездой, девочки. И дело в том, что у вас будут еще выяснения отношений какие-то, да, но вы как будто один будет слушать, другой говорить, и в эту тему отношений вы будете опять трогать. И, возможно, тут отношения будут на уровне любовников, да, то есть что-то будет скрываться, потому что каждый будет бояться, да, вновь как-то вот это все озвучивать. Но он может вообще полностью исчезнуть и не хочет, но смотря сколько он будет длиться. Может, вы уже к тому времени, пока он там на что-то решится, вы уже будете с другим. Может, уже с другим, девочки. Потому что ваш бывший, девочки, вот по факту, тут и рыбку хочет съесть, и на свечку сесть. Вот и все. Слишком он себе много чего думал, много чего хотел. Много у него было, знаете, таких планов и материальных, и таких. Да я. В результате что-то не пошло не так, не то, и все. Или топтался на месте, не было развития, да. Но он будет к вам проявляться. Он не то, что будет проявляться, это так растянуто. Я вам скажу, он придет к вам, девочки. Он позвонит опять вкратчиво через эту карту, как говорится. Вкратчиво будет опять разузнавать, как до чего, какие отношения с вами можно иметь. Вот. Но я бы все-таки, да, сказала бы вам, что вот этот 16-й старший аркан, того, что у вас было с ним, уже не будет. Таких отношений, как у вас были, не будут. Вы в статусах уже изменитесь. И он к тебе придет, когда он уже изменит статус, либо ты изменишь статус. И тогда уже по-новому придется разговаривать.
Да, и вы будете разговаривать по-новому, мои дорогие. И даже, может, даже влезете в какие-то с ним отношения, но это будут не такие отношения, как были. А давайте посмотрим будущего. Будут ли отношения с ним, если он ни рыба, ни мясо? Десятка жезлов. Ну, девочки, тут надо самой проявляться по отношению к нему. Вот этого мужчину, я вам скажу, вам надо написать 10 раз ему, да, и на 11 вы, как говорится, куда-то пойдете. Да, это с вашей стороны должно быть. И будете проявлять к нему интерес, он будет метуситься. Не будете, будет все на месте стоять. А зачем вам это надо? Надо, девочки, надо. Дожмите этого мужика, девочки. Вот смотрите, проявляйтесь тут сами, да. Диктуйте свои условия и в то же время так нежненько, сюси-пуси, муси-пуси, да. Но требуйте от него того, чего вы хотите. Верховная жрица, мои дорогие, выпала. Еще 16-м старшим арканом. Да, девочки, если хорошо присесть на этого мужчину, я так между нами скажу, да, то вы даже материально очень можете хорошо и обуться, и одеться, и домик прикупить. Вот реально, вывозя все на плечах этого мужчины. Тут такое есть, что вы можете его использовать, я извиняюсь за выражение, может кому-то не понравится, что тут будет что-то феминистическое, да, но его можно юзать, девочки, его реально можно юзать. И может быть, он просто даже, если он не дает вам эмоций любви, не дает вам тех эмоций, там, ну, когда вы чувствуете себя «я любимая и люблю», да, то вот этого мужчину можно использовать просто как на подхвате, чтобы он у вас был. Даже работал, чтобы на вас. А я бы его использовала здесь, потому что мне такое ощущение, что он уже много чего наворотил непонятного в вашей жизни, да, чтобы просто так уйти. Нет, дорогой, вот тут Верховная Жрица, она аж просит, чтобы... Нет, я тебя возьму, чтобы ты мне заплатил. Верховная Жрица хочет расплаты, девочки. И эта расплата должна прийти, он должен отслужить свое, отработать у вас барщину. А давайте еще тут разложим одну карту. Что он думает о вас сейчас? Лунник выпал. И кубки, девочки. Я вам скажу, что... Вот знаете, как он о вас думает, девочки, да? Что вы такая... Он боится вас. Вот реально он вас боится. Он боится к вам проявляться, и он боится вашей какой-то этой вот статусности. Что-то у вас такое вот есть, что очень сильно отличает его от вас. Вот если даже взять, да, это то же самое, что взять какие-нибудь, знаете, начало 20 века. Даже нет, давайте не начало 20-го, давайте туда в рабовладельческий строй идем в Америке. Помните, фильмы такие были, да, про рабов афроамериканцев, да, и как будто вы такая дочка плантатора, и в вас влюбился африканец, грубо говоря, да, и он понимает свой статус, он и боится, потому что ему потом прилетит, но очень хочется. И потому мне так и хочется говорить, чтобы вы, как бы, знаете, все-таки его использовали по назначению, девочки. У него есть свое назначение в вашей жизни, пожевое, как бы, да. Он должен вам прислуживать. Если он не будет вам прислуживать, он не будет счастлив, да. Да и вы, если вы будете его в жрецы верховные выводить в короли, ему будет очень неприятно, непонятно, зачем же с ним это все делают, понимаете. Не камильфо. А гвозди забивайте, пожалуйста, всегда. А бизнес вести не... Ну, я даже про это говорю. Все, мои дорогие, вот такой вот был расклад. Это было у нас Murder of Crows, Таро такое английское. Открыточка, девочки. Я вам желаю, чтобы у вас всегда был ваш мальчик, всегда, девочки, рядом с вами. И чтобы это был не паж возле королевы, а полностью всегда король, девочки. Пусть и маленький принц. Вот видите, здесь принц, девочки, все-таки. И вы леди. Все, мои дорогие, спасибо вам большое за внимание.
Не забудьте, девочки, кто уже участвует в Верховных Котиках, у нас будет сегодня ночью ритуал. Я его сделаю сегодня, именно ночью, вот после 12 ночи, да. Будет у нас непобедимая в любви, девочки. Но это бесовской будет. Не всех могу пригласить, если кого-то бесовщина кому не нужна, не надо, да. Про черную магию будет у нас в Верховных Котиках ритуал с фурфуром. Кстати, 34-й. Этот без девочки по малому ключу Соломона. Все, котики мои. Спасибо за внимание вам. Люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.